Сара никогда не думала, что ее жизнь изменится в тот морозный январский день. 10 лет работы ветеринарным фельдшером в зоопарке научили ее многому, но не подготовили к этой истории. На часах было 5 часов 30 минут утра, когда она заметила странное движение в сугробе у служебного входа. Мороз рисовал на стеклах причудливые узоры, а термометр показывал -20. В сугробе, свернувшись в крошечный дрожащий комочек, лежал черный котенок. Его носик покрылся льдом, а тонкие лапки словно примерзли к снегу. Сара действовала мгновенно, она сняла шарф, завернула в него находку и спрятала под куртку. В тепле котенок издал едва слышное мяу, которое прозвучало для Сары как самая прекрасная музыка. В служебном помещении она первым делом включила инфракрасную лампу и приготовила теплое молоко с глюкозой. Котенок оказался девочкой, совсем юной, около 3 месяцев. Ее черная шерстка, когда оттаяла, оказалась необычайно мягкой, а на грудке проявилось белое пятнышко в форме полумесяца. «Я назову тебя Луной», – прошептала Сара, осторожно растирая окоченевшие лапки. Доктор Джеймс, главный ветеринар зоопарка, осмотрел находку после обеда. Его морщинистое лицо, повидавшее тысячи животных, смягчилось при виде котенка. «У нее удивительная жизненная сила», – отметил он, проверяя сердцебиение. «И необычайно высокий уровень эмпатии, посмотри, как она реагирует на других животных». Действительно, Луна проявляла необычайный интерес к обитателям ветеринарного кабинета. Когда привели подстреленного голубя, она настойчиво пыталась добраться до него, но не с хищническими намерениями, она словно хотела приласкать раненую птицу. С каждым днем ее характер раскрывался все больше. К весне Луна превратилась в грациозную молодую кошку. Ее густая черная шерсть красиво переливалась на солнце, а глаза цвета янтаря, казалось, смотрели прямо в душу. Она свободно перемещалась по служебной территории зоопарка, но никогда не пыталась убежать. Сотрудники обожали ее за ласковый характер и удивительную способность успокаивать даже самых беспокойных пациентов ветеринарного кабинета. Однажды утром Сара заметила, что Луна выглядит иначе. Ее грациозная походка сменилась неторопливой поступью, а животик заметно округлился. УЗИ подтвердило догадки, Луна ждала котят. Это известие вызвало настоящий ажиотаж среди сотрудников. Каждый старался побаловать будущую маму особенным лакомством, а в комнате отдыха появился специальный уголок с мягким лежаком. Но за 2 недели до предполагаемых родов случилось непредвиденное. Луна исчезла. Сначала никто не бил тревогу, она и раньше любила уединяться. Однако, когда прошли сутки, Сара начала волноваться. Она знала каждый уголок территории зоопарка и методично обследовала их все. Служебные помещения, хозяйственные постройки, даже крыши Луны нигде не было. На 3-й день поисков разразилась страшная гроза. Молнии рассекали небо, а раскаты грома заставляли вздрагивать даже бывалых сотрудников. Сара промокла до нитки, но продолжала поиски. Именно тогда она услышала странные звуки, доносившиеся из заросшего папоротником уголка за старой теплицей. То, что она увидела, заставило ее сердце замереть. В естественном углублении под корнями старого дуба лежала Луна. Ее бока тяжело вздымались, а вокруг копошились крошечные существа. Но кроме новорожденных котят, там было что-то еще. Сара протерла запотевшие очки и не поверила своим глазам, рядом с котятами сновали маленькие ежата. Доктор Джеймс приехал через 15 минут, несмотря на ливень. Опытный ветеринар, он повидал многое, но эта картина заставила его достать мобильный телефон и начать съемку. Луна, только что родившая 4 котят, с невероятной нежностью вылизывала и кормила не только своих детей, но и 6 осиротевших ежат. Тщательный осмотр показал удивительные вещи. Несмотря на недавние роды, Луна была в прекрасном состоянии. Ее организм вырабатывает невероятно богатое молоко, объяснял доктор Джеймс, изучая анализы. В нем повышенное содержание белка и специфических антител. Похоже, ее тело адаптировалось для выкармливания обоих видов детенышей.
В специально оборудованном помещении установили камеры наблюдения. Каждый час жизни необычной семьи записывался для научного исследования. Луна проявляла удивительную изобретательность в уходе за разными детенышами. Она научилась перемещать ежат, осторожно подталкивая их носом и избегая при этом уколов. Для котят она была игривой мамой, а для ежат – терпеливой наставницей. Постепенно выяснилась предыстория ежиной семьи. Недели ранее при расчистке территории случайно повредили гнездо ежихи. Мать ежиха погибла, самоотверженно защищая своих детенышей. Луна, видимо, обнаружила осиротевших малышей и, несмотря на свое положение, не смогла оставить их одних. Кошка перетащила их в безопасное место как раз перед началом собственных родов. Каждый день приносил новые удивительные наблюдения. Котята, едва открыв глаза, совершенно спокойно и с искренним любопытством воспринимали своих колючих собратьев, будто не замечая никаких различий между собой. Они вместе спали, собираясь в причудливый клубок из мягких и колючих комочков. Луна распределяла свое внимание с удивительной справедливостью, никого не обделяя заботой. Доктор Джеймс проводил часы за наблюдением. «Это переворачивает наше представление о материнском инстинкте», — говорил он, делая заметки. «Мы видим не просто кормление чужих детенышей, а полноценное воспитание. Луна учит их всему от гигиены до социального поведения». Сара заметила, что ежата даже переняли некоторые кошачьи повадки. Они пытались умываться лапками, как их котята-братья, что выглядело невероятно комично. А котята научились осторожности в обращении с колючими собратьями, проявляя удивительную деликатность в играх. История получила неожиданный резонанс в научном сообществе. К третьей неделе жизни необычной семьи в зоопарк начали приезжать специалисты по поведению животных из разных университетов. Они не могли поверить, что обычная домашняя кошка способна не только выкормить, но и полноценно воспитать детенышей другого вида. Самым поразительным оказался момент, когда котята и ежата начали вместе играть. Луна придумала особую игру, она катала по полу мягкий теннисный мячик, и вся разношерстная компания носилась за ним. Котята элегантно подпрыгивали, а ежата смешно перебирали лапками, но никто не оставался в стороне от веселья. К 2 месяцам все детеныши окрепли и подросли. Доктор Джеймс отмечал, что ежата развиваются даже лучше, чем их сверстники в природе. Кошачье молоко оказалось для них идеальным питанием, объяснял он коллегам. А постоянный тактильный контакт с Луной и котятами способствовал их эмоциональному развитию. Сара оборудовала для семейства просторный вольер с различными укрытиями и игровыми элементами. Луна каждому малышу показывала, как использовать тот или иной предмет котят, она учила забираться на полки, а ежатам помогала осваивать туннели и укрытия. Когда пришло время отлучать малышей от матери, всех волновал вопрос их дальнейшей судьбы. После долгих обсуждений было решено создать в зоопарке специальную образовательную программу. Этот удивительный случай стал символом того, что доброта и забота могут преодолеть любые природные барьеры. Сейчас, год спустя, Луна все так же живет в зоопарке. Ее бывшие подопечные тоже остались здесь в специально оборудованных вольерах, где посетители могут наблюдать за этой удивительной семьей. Котята выросли в красивых, дружелюбных кошек, а ежи, хоть и ведут более уединенный образ жизни, всегда оживляются, когда слышат знакомое мурлыканье своей необычной мамы. История Луны вошла в научные журналы как уникальный случай межвидового воспитания. Но для сотрудников зоопарка она стала чем-то большим примером того, что настоящая любовь не знает границ. Как говорит Сара, в то морозное утро я спасла не просто замерзающего котенка, я встретила существо с самым большим сердцем в мире. Доктор Джеймс до сих пор продолжает свои исследования, отмечая долгосрочные эффекты этого удивительного случая. А Луна, похоже, нашла свое призвание, она стала неофициальной няней для всех осиротевших детенышей, попадающих в ветеринарный кабинет зоопарка. И каждый раз она проявляет ту же нежность и заботу, с которой когда-то приняла под свое крыло маленьких ежат.
Эта история напоминает всем нам, что иногда самые невероятные чудеса случаются благодаря простому состраданию и готовности помочь тем, кто в этом нуждается, невзирая на любые различия. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.